Воздух в доме на окраине Ливерпуля был густым, тяжелым, словно грозовое небо, готовое разразиться бурей. Маргарет на 8-м месяце беременности стояла посреди гостиной, одной рукой обнимая свой огромный живот, а другой судорожно сжимая телефон. Ее взгляд метался по экрану телефона в надежде, что цифры изменятся. Баланс их общего банковского счета показывал 0. Годы сбережений, каждую монету, что она откладывала на роды, на будущее детей, на их дом — все это исчезло в одно мгновение. Ладони Маргарет покрылись холодным потом. Паника накатила волной, а в голове шумело так, что казалось, сейчас она потеряет сознание. Она подняла взгляд на Леонардо, человека, который когда-то обещал любить ее и заботиться о ней. Теперь он сидел, развалившись на кожаном диване, с бутылкой пива в одной руке и телефоном в другой, лениво листая ленту новостей. Он даже не взглянул на нее. «Леонардо, что случилось с нашими деньгами?» — спросила она хрипло, стараясь удержаться на ногах. Он лишь пожал плечами, не отрываясь от экрана. «Ничего, не начинай». Слова ударили сильнее пощечины. Маргарет подошла ближе, едва сдерживая слезы. «Ничего?» «Леонардо, все пропало. Эти деньги были для наших детей, для их рождения, для их безопасности». Только тогда он удостоил ее взглядом. В его глазах не было ни капли сострадания, лишь холодное раздражение. Он усмехнулся. «Я потратил их на кое-что более важное». «Более важное?» — переспросила она, чувствуя, как спина покрывается холодным потом. «На свадьбу, Беллы», — бросил он спокойно. Слова прозвучали, как смертный приговор. Мир вокруг Маргарет пошатнулся. Сестра Леонардо, избалованная и высокомерная, всегда презирала ее. И теперь он спустил все, что они копили, на роскошное торжество для нее. Маргарет сделала шаг назад, чувствуя, как тяжесть на сердце становится невыносимой. «Ты потратил все на свадьбу, Беллы! Это были наши деньги!» Закричала она, голос ее сорвался от боли и отчаяния. «Ты обрек меня и наших детей!» Леонардо нахмурился, медленно поднялся и подошел к ней так близко, что она почувствовала запах алкоголя. Его лицо исказило ярость. «Не устраивай мне сцен. Ты всегда была бесполезна». И прежде чем она успела среагировать, он с силой толкнул ее к стене. Острая боль пронзила спину и живот. Маргарет зажала руками живот, пытаясь защитить детей, но Леонардо не остановился. Он бил ее снова и снова, пока она не сползла на пол, не в силах даже вскрикнуть. Он развернулся к двери. «Я ухожу. Не хочу видеть твою жалкую рожу». Дом наполнился давящей тишиной, которую прерывало только ее хриплое дыхание. Она осталась одна, униженная, избитая, с болью в животе и паническим страхом за детей. Собрав последние силы, Маргарет доползла до кухни, включила холодную воду и плеснула себе в лицо. Но дрожь не проходила. Она должна была что-то делать. Телефон в ее руке вибрировал. Сообщение от Сары. «Ты где? Все в порядке?» Слезы хлынули сами собой. Она написала: «Сара, помоги мне». Через 10 минут громкий визг тормозов разорвал тишину улицы. Сара влетела в дом и, увидев Маргарет на полу, побледнела. «Боже, Маргарет, что он с тобой сделал?» Сара осторожно подняла ее, но сразу заметила, что движения детей в животе Маргарет стали слабыми, почти неощутимыми. Паника охватила обеих женщин. Сара, стиснув зубы, прошептала: «Мы не можем ждать. В больницу. Сейчас же». В больничной приемной ее тут же окружили медсестры и повезли на УЗИ. Монитор запищал. Несколько томительных секунд,
и 2 слабых, но устойчивых сердцебиения наполнили комнату звуком жизни. Доктор вздохнул с облегчением. Сердцебиение стабильное, но вам нужно остаться под наблюдением. Состояние серьезное. Маргарет сглотнула. «У меня нет денег на лечение». Сара сжала ее руку. «Не думай об этом. Я все устрою». В ту ночь Маргарет не спала. Она смотрела на монитор с изображением своих малышей неотрывно, как будто могла уберечь их взглядом. В душе у нее рождалась холодная решимость. Леонардо должен ответить за все. На следующий день Сара принесла новости. Леонардо появлялся с женщиной по имени Милана, агентом по недвижимости, в дорогих барах и ресторанах, как будто ничего не случилось. В одной из соцсетей они нашли фото Леонардо с Миланой и подпись «Истинная любовь всегда побеждает». Эта надпись вонзилась в сердце Маргарет как нож. «Я не могу так оставить», — прошептала она. «Он уничтожил мою жизнь, но я верну себя и уничтожу его». Сара кивнула. Сначала нужно узнать, кто такая Милана. Выяснилось, что Милана — профессиональная мошенница, скрывающаяся под разными именами. Она обманывала мужчин, вытаскивала из них деньги и исчезала. Это была судьба. Теперь они с Маргарет хотели одного — уничтожить Леонардо. Они встретились в кафе на улице Сент-Джеймс. Милана сидела, держа чашку кофе с безупречным спокойствием. Маргарет начала ровным голосом. «Нам нужно поговорить». «Тебе, брошенной жене, нечего мне предложить», — ухмыльнулась Милана. «Наоборот». Глаза Маргарет сверкнули холодом. «Я могу помочь тебе уничтожить Леонардо, но мне нужно, чтобы ты помогла мне». Милана изучала ее долгим взглядом. Потом медленно улыбнулась. «Ты мне нравишься. Договорились». Пока Леонардо наслаждался новой жизнью, Милана с Маргарет медленно опустошали его счета. Они аккуратно переводили деньги на офшоры, продавали недвижимость на его имя и открывали кредитные карты, о которых он не знал. Леонардо продолжал вести роскошный образ жизни, не подозревая, что все рушится у него под ногами. Когда он обнаружил опустевшие счета, было слишком поздно. В бешенстве он подал на Маргарет ложное обвинение в краже и мошенничестве. Но правда вскрылась. Записи в банке, переписки и документы доказывали, что деньги уходили с его согласия к Милане. Ложное обвинение Леонардо обернулось против него самого. Вскоре его задержали по обвинению в финансовых махинациях. Вечером Маргарет сидела дома с Сарой, наблюдая, как ее малыши спят в колыбельках. Телевизор мигнул. Леонардо Лоуренс, бывший бизнесмен из Ливерпуля, приговорен к 15 годам за мошенничество и отмывание денег. Его сообщница Милана Лухан скрылась. Маргарет глубоко выдохнула. «Это не карма», — сказала она. «Это справедливость». Сара улыбнулась и подняла бокал сока. «За тебя, за твою силу и новую жизнь». И Маргарет впервые за долгое время искренне улыбнулась. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.